Здравствуйте, мои дорогие подписчики! Добро пожаловать на наш канал! Не забудьте подписаться на наш канал, чтобы быть в курсе новых видео. Хирикесу любопытно, и он подвергает сомнению мнение Дилана и Барана об этом имени. Но ни Дилан, ни Баран не комментирует, Дилан спрашивает разрешения и идет в кабинет вместе с Бараном. Когда Дилан спрашивает меня, что нам теперь делать, я зря всех взволновал, почему бы тебе не остановить меня, Бэрон говорит, что ты не сделал ничего плохого. Дилан говорит, как мы объясним, что мы выбрали, что если их сердца разбиты, я бы хотел, чтобы был способ сделать всех счастливыми, но теперь я хотел невозможного, верно? Бэрон говорит, ладно, не волнуйся, это наш ребенок, да, некоторые из них могут пострадать, но для меня твое решение превыше всего. Потом, когда мы говорим, что скажем, что выбрали 3 имени, Дилан говорит, что если те, которые не выбраны, обижаются. Баран не расстроится, говорит, давай объясним, и выходит из комнаты. Другие тоже лопнут от любопытства. Баран говорит, что мы сейчас объявим вам 3 имени и примем решение, выбрав один из их сюжетов. Затем Дилан объясняет имена, когда он произносит Ферхат, Бихрам и Рюзгар, те, кто произносит эти имена, улыбаются. Ясмин расстраивается, когда Харун внезапно говорит ей идти, поэтому она думает про себя, мне тоже достаточно комфортно, чтобы пойти. Харун, с другой стороны, по-прежнему опечален его уходом. Дилан объясняет, что мы восхищаемся нашим сыном, потому что его будут помнить под этим именем всю оставшуюся жизнь. Пока они разговаривают, у Барана звонит телефон, и он уходит поговорить. Джевдет и Цеврии почти не могут дышать, чтобы не дать ребенку проснуться. Когда Баран заканчивает свою речь, он приходит к ним и сообщает, что есть новый приказ. Госпожа Азади и господин Кудрет говорят, что Баран очень успешен, и дают советы, как его мотивировать. Баран говорит, что то, что вы сказали, очень ценно, и просит разрешения немного подумать в его кабинете. Пока Харун вез Ясмин домой, он сказал, что, возможно, это последний раз, когда мы проезжаем по этой улице. Ясмин сказала, я не забыла, как мы впервые проезжали здесь, и этого я тоже не забуду. Попрощался и ушел. Пока Бэрон думает о работе, Дилан заваривает себе молоко и травяной чай и приходит в кабинет. Когда Дилан спрашивает, как дела, Бэрон отвечает, я совершил ошибку, взяв на себя эту работу, потому что ни о чем не могу думать. Дилан говорит, что вы обязательно что-нибудь найдете. То, что сказали госпожа Азади и отец Кудрет, очень верно. Вы добавили себе ценности благодаря всему, что вы испытали, и вы только что получили работу. Когда Бэрон говорит, я очень удачливый человек, у меня умная, понимающая и красивая жена, Дилан говорит, вы меня смущаете. Тогда, если ты захочешь выпить чай, это тебя немного успокоит. Когда ты скажешь, Бэрон приблизится к Дилану и скажет, что ты мое лучшее успокоительное. Когда я говорю, что ты хочешь спать и пойдем в нашу комнату, Дилан говорит, что у тебя есть работа. Бэрон говорит, что уходи с работы сейчас же, нет работы важнее моей жены. Состояние Джавахира постепенно ухудшается. Пока поэт перевязывает рану, он корчится от боли. Пока Бэрон ждет Дилана в постели, Дилан выходит из душа и ложится спать. Когда Бэрон видит, что его волосы мокрые, он берет полотенце и пытается их высушить. Дилан говорит, что мне кажется, что я не смогу заснуть, даже если лягу спать. Неужели мы единственные, кто так сильно преувеличивает? Когда Бэрон говорит, что мы немного преувеличиваем, Дилан спрашивает, что мы будем делать, если наш сын вырастет, и спрашивает, дал ли он ему такое имя. Бэрон говорит, что мы предлагаем дать его собственному ребенку что-нибудь получше. Когда Дилан обращается к нему по этому имени, как будто он зовет своего сына, Баран спрашивает, что ты делаешь. Дилан говорит, что я пытаюсь понять, какой из них лучше. Когда позже Дилан спрашивает, что сказала мне во сне мать Эйтен, она отвечает, что Баран не имеет значения. Я говорю, что Дилан была важна, может быть, если я посплю, я увижу ее снова, они желают спокойной ночи и ложатся спать.
Баран не может уснуть до утра, ему надо работать. Но Дилан, который понимает, что не может делать ту работу, которую хочет, говорит барану: давай приготовимся, подышим свежим воздухом, дадим разуму немного отдохнуть, это будет хорошо. Они вместе идут гулять. Джихан и Ферат делают ставку на праздник, говоря, что то имя, которое не будет выбрано, проиграет. Пока Дилан шла, она сказала барану: я больше этого не видела. Когда Айтан рассказывает сон своей матери, баран говорит: не волнуйся, моя мама напомнит тебе, она не забудет. Затем они оба спрашивают друг друга, что они думают об именах, но говорят, что пока понятия не имеют. Берон говорит: подождем еще немного, может быть, придет знак. Он держит Дилана за руку и продолжает идти. Ясмин звонит по поводу предложения в Анталию и говорит, что я принимаю его. Пока Дилан и баран идут, Джихан и Ферат встречаются им на пути. Пока Джихан пытается проникнуть в их сознание, чтобы выбрать свое собственное имя, Ферат мешает им и затаскивает внутрь. Когда Харун спрашивает Ясмин, когда состоится поездка, она отвечает, что это будет определено сегодня. Харун спрашивает, почему в последние дни мы не делаем что-нибудь другое, и просит его снять фартук и одеться. Перед Диланцем появляется цветок незабудки, и они беседуют о его названии. Во время этого разговора Берон вдохновляется и хочет немедленно приступить к работе, говоря: «Моя прекрасная жена, моя муза, мне в голову пришел очень красивый дизайн». Пока Ясмин и Харун покупают сладкую вату и едят ее, Ясмин говорит: «Я научу тебя моим любимым блюдам, ты сможешь их приготовить». Харун говорит: это хорошая идея, но когда ты уйдешь, мне придется найти другого повара, иначе я не справлюсь, конечно, я не смогу найти такого, как ты. Затем они решают вернуться в магазин и приготовить еду. Пока Дилан и Гуль убирают одежду ребенка в детской комнате, приходит госпожа Азади и передает Дилану секретное сообщение, чтобы тот дал ему золото и нарисовал написанное ею имя. Когда господин Кудрец спрашивает Ферата о том, почему Хасан снял большую сумму денег из банка, Хасан поворачивается к Ферату и говорит: «Позор за те усилия, которые я приложил для вас». Они говорят о том, как мы узнаем, что задумали Кудрет-бей и Ферат Хасан, давайте держать ситуацию под контролем. Пока Берон работает, Дилан спрашивает: могу ли я прийти, если вы свободны. Когда Баран-сан говорит, что он всегда доступен, входит Дилан и говорит, что принес тебе кофе. Берон показывает свою работу Дилану, узнает его мнение по некоторым частям и заканчивает ее. Когда я говорю Дилану, что не смог бы закончить эту работу без тебя, Дилан говорит, что я сделал. Берон целует ее в лоб и обнимает, говоря, что твоего присутствия достаточно. Ясмин заставляет Харуна готовить и пробовать еду, но Харун недоволен. Когда Дилан Азади Ханым сначала дала ему золото, а затем подняла вопрос об имени, Баран сказал: «Я думаю, мы получим от этого прибыль». Ферат заходит в комнату и спрашивает: «Не могли бы вы с Диланом Гулем пойти поужинать в этот раз вечер?» Когда я спрашиваю, откуда взялся Баран, Ферат отвечает: «Мне так хочется, брат». В тот момент, когда приходит Джихан, Ферат хочет скрыть то, о чем они говорили, но Дилан говорит, что это не секрет. Ферат хочет пригласить нас сегодня вечером на ужин. Пока Дилан и Баран противопоставляют имя Ферхит имени Рюзгар, Дилан и Баран наблюдают за ними. Вы можете поделиться своим ценным мнением в разделе комментариев. Не забудьте подписаться и включить уведомления, чтобы видеть больше видео. Увидимся в следующем видео. Береги себя. До свидания.